Самый необычный материал, который мы использовали в этом проекте, это... И еще один, скорее всего, волнующий вопрос всех хозяек Российской Федерации. И пройдемте, посмотрим второй этаж. Спорим, если бы я вам не сказала про них, вы бы даже не догадались, что это не от этих дверей ручки. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Привет, In My Room. Добро пожаловать в квартиру мечты. Меня зовут Платон, я архитектор-дизайнер. Меня зовут Дима, я тоже архитектор и дизайнер, и вместе мы представляем нашу студию Погодин Рогов. В этом выпуске мы расскажем вам про лучший интерьер года в России по версии одного из известных журналов. И расскажем, как из 35 метров сделать 48. Мы находимся в городе Королев, ЖК «Театральный парк». Данный проект суммарно площадью вышел 48 квадратных метров. Проект делался для молодой семьи. Заказчица скоро присоединится к нам и расскажет о своих впечатлениях об этом проекте. Когда мы пришли на объект, здесь была кирпичная коробка и металлоконструкция, которую возвели заказчики самостоятельно. По ходу знакомства с заказчиками мы быстро нашли с ними общий язык, так сказать, настроились на одну волну, в результате чего мы сделали проект практически без единой правки. Заказчики нас не ставили изначально в какие-то жесткие рамки, помимо бюджета, и по ходу обсуждения и обмена референсным материалом мы поняли, что это пространство должно быть таким светлым, просторным, с минимумом какого-то визуального шума, так как и заказчики тоже приверженцы и минимализма, и какого-то, как сейчас это говорят, осознанного потребления. И, собственно, с такими исходными данными мы начали свою работу. В проекте мы использовали необычные материалы, к которым вернемся чуточку позже. В результате нашей работы мы получили двухуровневое пространство, на первом этаже которого расположились прихожая, кладовая, санузел и просторная кухня-гостиная, а на втором у нас расположились спальня с гардеробом. В целом в проекте мы используем минимум материалов, делая акцент на их свойствах, качестве и максимальной выразительности. В данном проекте кухню удалось разместить в такую нишу, сделать ее угловой. Ниша появилась тоже не случайно, потому что здесь у нас проходит колонна, которая держит антресольный этаж. Собственно, чтобы ее спрятать, мы сделали угловую перегородку, тем самым еще и отделив пространство кухни-гостиной от прихожей. В кухне мы использовали матовую серую эмаль. Также нам удалось применить достаточно необычный материал. Это тонированная фанера. Из нее мы сделали столешницу и навесные шкафы. Она хороша тем, что это материал натуральный, он на тот момент был относительно недорогой, и у него есть прекрасная натуральная текстура дерева. А чуть позже Мари, заказчица данного интерьера, расскажет нам, как этот материал ведет себя в быту. Самый необычный материал, который мы использовали в этом проекте, это натуральный линолеум. Называется он мармолеум. Это материал на основе джута, льняного масла и с кусочками какао-бобов. Фактически это и есть тот самый линолеум, который передает весь смысл этого слова, то есть льняное масло. В быту этот материал показал себя достаточно хорошо, но, как и любой натуральный материал, он требует периодического ухода, то есть его нужно покрывать специальными составами, но за счет этого он очень долго прослужит нашим заказчикам. По стоимости этот материал можно сравнить, скажем, с паркетной доской. Это в районе 3-4 тысяч за квадрат на момент проектирования, это 2020 год. Кухня построена на базовом таком известном треугольнике, это холодильник, мойка, готовка. Собственно, здесь они работают в такой системе. В целом, можно еще сказать про нашу вытяжку. Вытяжка из нержавеющей стали, зеркальная, она является таким акцентным элементом небольшим данной кухни, и за счет своей отражающей способности она заигрывает с пространством, создавая причудливые отражения. Также хочу рассказать еще из необычного про отсутствие фартука как такового на кухне. Это просто моющаяся краска. Естественно, такое решение оно подходит не всем, оно зависит от вашего образа жизни, предпочтений и так далее. Но в данном проекте, несмотря на то, что
заказчики достаточно много готовят, этот фартук себя отлично чувствует, то есть на нем нет никаких следов жира, масла и всего такого. Кухню мы не стали доводить до стены, потому что ширина кухни не стыкуется с окончанием проема. Также мы здесь разместили большой настенный радиатор, и тем самым у нас еще получилось сформировать небольшую нишу для размещения робота-пылесоса. Лоджию мы утеплили, сделали из нее небольшой такой рабочий кабинет. Здесь у нас теплый пол дополнительно утепляет, так сказать, нашу комнату. Хотелось бы еще сказать про то, что как ведет себя мармолиум с теплым полом. Ведет себя он с ним отлично, потому что это натуральный материал, он не испаряет никаких токсических соединений, поэтому можно смело его использовать с теплым полом. На лоджии мы разместили небольшой рабочий стол, оборудование для заказчиков, также здесь растения лежат. И еще здесь под потолком зашит блок приточной системы. Про нее хотелось бы сказать отдельно, потому что многие люди, когда делают двухэтажные пространства, они не задумываются о том, как будет попадать свежий воздух на второй этаж. В данном случае мы предусмотрели приточную систему, которая будет подавать свежий воздух всегда наверх, тем самым улучшая циркуляцию воздуха. На кухне мы использовали несколько сценариев освещения. Первое – это, естественно, подсветка рабочей зоны. Второе – это локальный свет над мойкой. Включается он также с зоны фартука. Далее это акцентная подсветка столовой зоны. И основное заполняющее освещение, которое находится на потолке в виде трекового освещения, оно работает на кухню и гостиную вместе. В этом проекте мы вообще много работали с формообразованием. Мы, как скульпторы, можно сказать, лепили эту форму. Собственно, это прослеживается в нашей столовой зоне. Она как бы выдвигается и является продолжением вот этой стены. Сверху мы положили обычную столешницу, также из тонированной фанеры. Тем самым получилась небольшая обеденная группа для двоих под барную высоту. У In My Room есть свой телеграм-канал, в котором публикуются интересные решения для интерьеров, скидки акций от партнеров, а также анонсы новых выпусков. Ссылка в описании. В гостиной у нас была несущая балка. Мы зашили ее гипсокартонным коробом, и внутри, ближе к окошку, мы расположили нишу для подсветки и штор. Гостиная у нас граничит с обеденным столом. Возле него у нас стоит как раз-таки модульный диван. Вот. Его можно как бы передвигать, как пожелается заказчикам. Из интересных решений это телевизионная тумба. Мы отказались от типовых решений и сделали ее таким образом, что она является продолжением нашей лестницы. Вот. И, собственно, в этой тумбе у нас спрятаны все провода, которые подключаются к технике. Также в стене мы спрятали кабель-канал, который спускается в тумбу, и, собственно, телевизор подключается непосредственно там. У заказчиков есть собака, и она любит располагаться вот на этом подоконнике. Собственно, поэтому мы использовали здесь керамогранитную плиту, чтобы это было максимально антивандально и практично. Антресоль обрамляет угловая перегородка, которая формирует открытые полки в нашем таком небольшом суперблоке. Собственно, в кухню и гостиную мы попадаем из прихожей, которая выполнена в контрастном сером цвете. У нас отсутствует здесь система хранения, крючки, обувь. Все это у нас спрятано в нашей кладовой. Из интересных решений, которые можно посоветовать зрителям, это скругление углов. В нашем проекте такое решение позволяет раскрывать зону прихожей в сторону кухни-гостиной, также создавать вау-эффект. И такое решение завершает объем антресоли и нашей прихожей. В прихожей у нас точечные светильники, а также
возле полочки у нас есть акцентный светильник, который освещает именно вот эту вот нишу. Зеркало в прихожей мы сделали во всю плоскость этой стены. Такое решение позволяет расширить пространство, ну и в целом оно очень практичное и нравится нашим заказчикам. Санузел у нас маленький по площади, поэтому выполнен в белом керамограните. Из таких достаточно стандартных решений это влагозащищенные розетки, подсветка зеркала. Здесь мы установили электрический полотенцесушитель, а также вывели все коммуникации в скрытые системы. То есть здесь у нас находится лючок под коллекторную систему и под слив ванной. Также у нас в санузле находится накладная раковина и скрытые системы хранения в тумбе. Сантехника выполнена у нас в темном оттенке на контрасте с белым керамогранитом. Также хочется отметить, что изначально мы готовили стяжку так, чтобы мармолиум и керамогранит у нас были выполнены в одном уровне. Стык между этими материалами мы заполнили герметиком. Еще у In My Room есть свой подкаст, в котором обсуждаются абсолютно разные темы. Ссылка будет в описании. В кладовой у нас находится система хранения под различную химию. Также мы расположили здесь сушильную машинку и стиральную. Так как они не умещались у нас в санузле, мы их расположили в кладовой. Еще есть хранение под лестницей. Здесь мы можем располагать верхнюю одежду, стремянку, велосипед, в принципе, все что угодно. Чтобы не располагать в прихожей электрощиток, мы расположили его в кладовой от других глаз. Также здесь находится вытяжка, потому что есть мокрые зоны. Поскольку у нас есть второй этаж, соответственно, должна быть и лестница. Лестница у нас выполнена также из металлического каркаса, обшитого гипсокартоном, и сверху установлены ступеньки из тонированной фанеры, про которую мы рассказывали ранее. Также здесь в качестве освещения выполнена подсветка, которая включается через датчик освещения. И пройдемте, посмотрим второй этаж. Материалы на втором этаже использованы точно такие же, как и на первом. Это мармолиум в качестве напольного покрытия и натуральная фанера в отделке мебели. В данном случае это кровать, выполнена на заказ с небольшими такими тумбочками, столиками по обе стороны от кровати. Кровать получилась достаточно большая, это 2 метра на 180. Также организационно это пространство было продиктовано уже особенностями нашего помещения, а именно место с максимальной высотой потолка мы отдали под проходную зону, которая позволяет пройти как к одной стороне кровати, так и к другой, и, соответственно, далее гардероб. Фактически это одно пространство с кухней-гостиной, то днем здесь достаточно много естественного света. Но в дополнение к этому мы все равно организовали здесь небольшую нишу под подсветку и разместили прикроватные светильники для чтения. Далее хотелось бы сказать про приточную вентиляцию, про которую мы также уже ранее упоминали. Собственно, на этой стене у нас находится блок управления ею. И разместили 3 воздуховода, которые обеспечивают второй этаж свежим воздухом. Далее, завершает второй этаж у нас небольшая гардеробная комната. Здесь у нас расположено зеркало и вдоль всей стены гардеробный шкаф. У нас, поскольку скатный потолок,
открытие дверей возможно только в одну сторону. Собственно, так мы и сделали, то есть чтобы при открытии дверцы не цепляли потолок. Про наполнение шкафов вам чуть позже подробно расскажет наша заказчица Мария. А также в наших проектах мы стараемся всегда продумывать максимально сценарий освещения и места включения и выключения света. В данном случае мы использовали проходные выключатели, тем самым позволив включить свет на втором этаже, находясь еще на первом. А если забыли выключить свет на первом этаже, можно его выключить со второго этажа. Привет, Инмайрум, меня зовут Мари, я хозяйка этой квартиры, и сегодня я вам расскажу о своих впечатлениях жизни в этом доме. Здесь я живу уже 2 года, я занимаюсь фотографией, и это дом моей мечты. Начнем, наверное, со столешницы. Уверена, что этот вопрос будет интересовать всех больше всего. За 2 года эксплуатации мокрая зона, на самом деле, вообще не пострадала практически. Есть небольшая трещина, не помню, если честно, от чего она появилась, но могу сказать, что, возможно, тот подрядчик, которого мы выбрали, он работал с такой задачей впервые. Тонированная фанера — это нестандартное решение для кухни в особенности. И, наверное, если мы выбрали другого подрядчика, более, скажем, не такого бюджетного, скажем так, и человека с опытом, возможно, этих трещин бы не было. Вот. Но вообще мы очень хотели, чтобы у нас в квартире все было из натуральных материалов, и когда дизайнеры предложили нам вариант тонированной фанеры, мы сначала дали первую реакцию испуга, а потом, когда мы поняли, что эта композиция будет продолжаться и в лестнице, и в поддоне нашей спальной зоне, в гардеробной, нам показалось это гениальным вариантом, потому что единая композиция, которая как такое, скажем так, полотно, перетекающее друг в друга, никак не спорит друг с другом, и мы согласились и вообще не жалеем, если честно. И еще один, скорее всего, волнующий вопрос всех хозяек Российской Федерации – это то, что у нас нет фартука, и за 2 года использования у нас все вообще в отличном состоянии, нет никаких пятен, ничего, никаких нареканий. Могу сказать так, все почему-то очень сильно боятся использовать кухню без фартука, но забывают о такой классной опции, как моющаяся краска. У нас здесь покрытие, вот вся эта стена покрыта моющейся краской, и она супер отмывается, даже если я готовлю какую-то супер жирную еду, не знаю, жарю стейки, конечно, оно все брызгает на стену, раз влажной тряпкой протер, и все, и никаких вопросов. Вот, можете подснять поближе и сами, в принципе, убедитесь. Поэтому я, если честно, фартуки вообще не люблю, и я была очень довольна и рада тем, что у нас не будет фартука, и в следующем доме я тоже не хочу делать фартук. Меня очень устраивает такая опция. Первый шкаф – это шкаф, где у нас лежат всякие кастрюли, сковородки, такое большое, да, крупное хранение. Внутри шкаф из такого же материала, но просто покрашен в другую краску. Дальше у нас идут ящики, здесь вилки, ложки, здесь у меня ящики для всяких принадлежностей выпечки и прочего. И последний ящик более глубокий, здесь у меня хранятся приправы, чаек, кофеек и все такое. Дальше у нас располагается посудомоечная машинка 45. Мне, если честно, хватает. У нас, получается, пока что 2, и, в принципе, этой посудомойки хватает за глаза. Даже когда приходят гости, она супер помогает. Все женщины, ставьте посудомойки. Вот. Следующий ящик у нас тарелки, какие-то миски. В принципе, 2 отдела, тоже достаточно глубоких, достаточно вместительных. Я не сторонник накопления посуды, у меня очень ограниченное количество посуды. Я
покупаю только то, что использую. У меня нет вот этой привычки купить сервиз на 12 персон и где-то там его хранить и использовать раз в год. Поэтому я очень экономная хозяйка и покупаю только красивую посуду, которой буду пользоваться каждый день. И последний ящик с хранением — это ящик, где у нас мусорные контейнеры для раздельного сбора. Здесь пищевые отходы, здесь, соответственно, пластик. И дальше глубокая зона, там у нас бойлер и все, что касается уборки, химии, впрочем, такое. Следующая зона — это встроенный холодильник. Здесь у нас большая холодильная камера и отдельно морозильная камера. Дальше у нас встроенный духовой шкаф и также два шкафчика с хранением, где у меня сверху хранятся сумки, снизу хранятся всякие бытовые принадлежности и салфетки, скатерти и прочие вещи. И сверху тоже два отделения. Здесь у меня микроволновая печь и верхний шкафчик — это документы. И последняя зона с хранением — это 4 секции. Здесь у меня хранятся крупы и все, что касается готовки продуктов. Здесь большая зона сушильная. Соответственно, здесь у меня стоят обычно посуда, которой я пользуюсь чаще всего, и она, соответственно, тут и хранится. И последняя зона — это ящик, в который я не всегда залезаю. Здесь у нас хранится какая-то запасная посуда, тоже документы и то, что не требует какого-то быстрого доступа. Так, и последняя зона — это вот эта угловая часть. Здесь маленькая раковина. Я могу сказать так, что, скорее всего, в другой квартире я бы хотела чуть больше зону раковины, потому что единственное, что сюда не помещается, это противень от духовки. И ее не очень комфортно здесь мыть. Но в целом я и с этим тоже справляюсь, и как бы не могу сказать, что это какой-то вызывает у меня очень большой дискомфорт. Вот. И, соответственно, здесь больше ничего нет. Там у нас корм для Юки, кофемашина, кофеварка и все. Такая кухня. Соответственно, дальше мы поднимаемся на второй этаж. Я, кстати, не сказала о том, что еще один плюс и то, что я люблю в этой квартире, это то, что все пространство как будто перетекает из одного в другое. И когда мы сюда поднимаемся, у нас сразу открывается вид на спальню. Здесь в целом достаточно комфортно, хотя многим покажется, что спальня достаточно маленькая. Да, возможно, но я за 2 года жизни здесь вместе с мужем не испытываем никакого дискомфорта от того, что пространство маленькое, потолки там низкие, кому-то может показаться. Но я не очень высокого роста, поэтому для меня это вполне себе комфортно. Как вы заметили, я в положении, скоро у нас появится еще один человечек в этом пространстве. И скорее всего, всех женщин будет интересовать, как же мы сюда уместим кроватку и какие-то еще принадлежности для ребенка. Ну, мы придумали такое решение. Если приставная кроватка не поместится сюда или сюда, то мы немножко сдвинем нашу кровать, и, соответственно, места станет больше. Но я почему-то на 99% уверена, что любая кроватка сюда встанет, особенно приставная. Вот. И не вижу в целом никакой в этом проблемы. По поводу потолка тоже могу сказать, что я об стенку не бьюсь головой, мне места достаточно, да и муж, в принципе, тоже вполне себе помещается. По поводу вентиляции тоже отдельно скажу, как человек, который живет здесь 2 года, мы здесь не задыхаемся. Почему-то многим людям кажется, что мансардные вот эти фальш-этажи — это место, где будет очень тяжело дышать, будет жарко постоянно. Да, конечно, здесь бывает жарко, но так как у нас хорошая, грамотная вентиляционная система, приточная вентиляция, здесь всегда есть доступ свежего воздуха, он у нас регулируется датчиком. Мы всегда знаем, что там здесь, не знаю, недостаточно кислорода, можно сделать посильнее. И, соответственно, дышать здесь вполне комфортно, ребенку здесь тоже будет комфортно.
Ну и вообще в целом я теплолюбивый человек, поэтому мне температура моей квартиры очень нравится. Вот мы оказались в моей гардеробной. Она небольшая, компактная, как и все в этом доме. Здесь у нас тот же, как видите, материал, что и на кухне. И, как я уже говорила, это классное решение, которое создает одну единую картинку. Мне это очень нравится. Кстати, хотелось бы сказать, что вот ручки на дверях, которые вы видите, изначально не были предусмотрены. Здесь у нас предлагалась дизайнерами система нажимания, не знаю, как это правильно называется, но так как я не знаю, почему мы передумали делать эту систему, если честно, даже уже не вспомню, и я самостоятельно в поисках ручек провела не один месяц и нашла эти прекрасные ручки, которые супер идеально вписались. Спорим, если бы я вам не сказала про них, вы бы даже не догадались, что это не от этих дверей ручки. Так что лайфхак всем, кто хочет сделать что-нибудь, добавить свою лепту, скажем так, в какой-нибудь дизайн. Вот, и начнем с хранения. Самый высокий шкаф — это, как ни странно, шкаф моего мужа. Но он единственный в этой гардеробной. Почему-то мы обделяем мужчин, ну, наверное, потому что они не любят одеваться так, как мы. Здесь у нас рейл с вещами, которые висят. Скажу честно, я человек, который не любит складывать вещи, и моим основным запросом было, чтобы в гардеробной было как можно больше рейлов, и чтобы я не занималась вот этим вот погладил, сложил. Я в этом плане очень ленивый человек, и мне проще все повесить. Я люблю погладить, чтобы оно висело. Я открыла шкаф, достала, надела и ушла. Вот, никаких лишних телодвижений. Соответственно, дальше идет уже моя зона. Здесь у меня зона для длинных вещей, платья, какие-то кардиганы длинные, джинсы и 2 ящика для хранения. Дальше зона, где всякие футболки, свитшоты, кофты, носки, такое небольшое хранение. Третий ящик — это, кстати, общий ящик, обманула вас немножко. Здесь у нас висят костюмы, пиджаки, какие-то вещи, которые тоже достаточно длинные. Здесь всего лишь рейл и небольшой ящик сверху. Там у меня хранятся тоже зимние вещи, свитера. И предпоследняя зона. Здесь у меня несколько секций. Постельное белье, зимние вещи, секция для детской одежды, которую пришлось придумать с появлением малышки. И там запасное постельное белье. И в последний шкафчик, это опять же шкаф, который не требует постоянного доступа. Здесь у меня хранится все лишнее, что копится в квартире, то, что требует какого-то дополнительного хранения, оно все лежит в контейнерах. Здесь нет никаких рейлов, просто ящики. И последнее, наверное, о чем я хотела бы сказать, и, скорее всего, это будет тоже интересовать женскую половину аудитории. С появлением ребенка мы поняли, что нам не хватает одной зоны для хранения. Я бы хотела сделать зону для ребенка отдельную от нашей. И поэтому мы придумали, что вот эти нижние 3 полки на открытых стеллажах мы уберем и сюда поставим комод с детским пеленальным столиком. Вот. И мне кажется, это отличное решение. Я уже выбрала комод, который сюда, скорее всего, идеально подойдет, ну, как мне кажется. Он полностью белый, будет сливаться с этой стенкой, не будет никак спорить с остальным интерьером. И для меня было принципиально, чтобы новая мебель, которая появляется в этой квартире, так или иначе она появится, чтобы она не мешала и не портила общей визуальной картины нашего дома. Потому что здесь настолько все идеально и красиво продумано и сделано, что не хочется нарушать эту геометрию, нарушать эту идиллию, поэтому такое решение, мне кажется, вполне себе правильным, верным и удобным. Ну и напоследок скажу, что
Эту квартиру на самом деле мы задумывали как такое место, где мы будем жить вдвоем, но ребенок не выбирает, когда он будет рождаться, поэтому мы сейчас присматриваем участок. Мы не хотим больше жить в квартире, потому что мы все-таки больше такие люди загородные, нам нравятся дома, поэтому мы смотрим участок, хотим приобрести дом. Скорее всего, это будет модульный дом. Возможно, у вас это тоже вызовет вопросы, но поверьте, технологии и наше время позволяют тому, чтобы жить комфортно даже в таких модульных домах, независимо от того, есть у тебя дети, собаки и так далее. Вот, поэтому мы смотрим участок. Я уверена, что мы еще не раз будем взаимодействовать с нашими дизайнерами, потому что это настолько точное попадание в наше видение, в то, что мы хотели видеть в этой квартире, в этом доме, и настолько сильно отражает нас, что мы еще точно не раз к ним обратимся. Как вы уже увидели, квартира у нас двухэтажная, и это на самом деле сыграло большую роль в выборе именно этого жилого комплекса, именно этой квартиры, потому что нам хотелось, чтобы было ощущение загородного дома. Как я уже ранее сказала, мы люди загородные, мы любим вообще в целом все, что касается частного дома и такой какой-то, скажем так, уединенной жизни, поэтому, несмотря на то, что это квартира, у нас, мне кажется, очень хорошо получилось создать вот этот вайб загородного домика небольшого, и в том числе и потому, что мы здесь использовали натуральные материалы и такой нейтральный дизайн. Вот и подошел к концу наш рум-тур. Спасибо, что смотрели нас. Надеюсь, вам было интересно. Если у вас остались какие-то комментарии, то пишите их под видеороликом, мы обязательно на них ответим.